Добрый день! Чтобы правильно выбрать генератор для дома в качестве источника резервного питания, необходимо определить ряд его технических характеристик. Номинальную мощность, число фаз, тип стартера, вид топлива, объем топливного бака и другие. Я сегодня расскажу о том, как определить наиболее важную из характеристик номинальную мощность однофазной и трехфазной генераторной установки. Казалось бы, для определения мощности однофазного генератора достаточно сложить все номинальные мощности тех электроприборов, которые будут от него работать. Но это не совсем так. Некоторые устройства имеют значительные пусковые токи. Так, например, погружной насос номинальной мощностью всего 1 кВт имеет мощность в момент пуска от 3 до 5 кВт. То есть это на 2-4 кВт больше, чем его номинальное значение. Несмотря на то, что такое высокое потребление длится от долей секунд до нескольких секунд, за это время генератор может отключиться из-за перегрузки. Следовательно, чтобы запустить только один погружной насос мощностью в 1 кВт, необходим генератор мощностью от 3 до 5 кВт. То есть к номинальной мощности насоса в 1 кВт нужно прибавлять еще 4 кВт мощности, чтобы получить мощность такого генератора, который сможет уверенно питать такого рода насос. К устройствам, пусковые токи которых следует обязательно учитывать, относятся погружной насос, холодильник, морозильная камера, стиральные посудомоечные машины. В общем, все те устройства, в составе которых имеется электродвигатель. Принято считать, что у таких устройств пусковая мощность в 3-5 раз больше их номинальной мощности. Вывод. Мощность генератора равна сумме номинальных мощностей всех электроприборов, которые подключены к генератору, плюс пусковые мощности этих электроприборов и плюс 20% запаса по мощности. А теперь один очень важный момент. Не обязательно учитывать все пусковые мощности, ведь не все электроприборы включатся в один и тот же момент. Достаточно учесть значение только самого большого по мощности электроприбора, обычно одного или двух. И это позволяет снизить расчетную мощность генератора, а значит и его цену. Величину номинальной мощности устройства можно узнать в паспорте или на шильдике устройства. В описании я оставил ссылку на табличку, где указаны мощности некоторых электроприборов. Повторяю, чтобы снизить расчетную мощность генератора, а значит и его стоимость, необходимо учитывать только те устройства, без которых нельзя обойтись на момент отсутствия электричества. А запас в 20% по мощности необходим для того, чтобы генератор работал не на пределе своих возможностей, что продлевает срок его службы. Для трехфазного генератора необходимо проделать такие же точно вычисления для каждой фазы, учитывая только те устройства для данной фазы, которые именно к ней подключены. Мощность трехфазных устройств необходимо разделить на 3, и эту 1/3 добавить к мощности каждой фазы. Помним, что трехфазный генератор тоже делит свою мощность на 3 части. Так, например, 6-киловаттный генератор раздает по 2 киловатта на каждую фазу. Иными словами, мы не сможем подключить более 2 киловатт ни к первой, ни ко второй, ни к третьей фазе.
например, погружной однофазный насос номинальной мощностью в 1 кВт, которому нужно для запуска от 3 до 5 кВт, не может работать от такого генератора, так как ни одна из фаз его не обеспечивает мощность от 3 до 5 кВт. А вот 6-киловаттный однофазный генератор позволяет запустить такой насос. Вот почему однофазный генератор удобней. Ну, при условии, конечно, что нету конкретно трехфазных устройств. Далее, получив расчетные значения мощности трех фаз, выбираем большее из них и, умножив на 3, получаем значение мощности нашего генератора. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их лично. Ссылку для прямых контактов со мной я оставил в описании. Надеюсь, все было понятно. Если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, присылайте вопросы в комментариях, следите за новыми видео. Спасибо, пока.